Гренландия — это не просто самый большой остров планеты. Это уникальный природный феномен, застывший во времени колосс, скрывающий в своих недрах ответы на вопросы о прошлом и будущем человечества. На карте мира она выглядит как белый исполин, но на деле это сложнейшая экосистема, играющая роль главного термостата Земли. Почти 80% территории острова погребено под гигантским ледяным щитом. Эта белая стена, толщина которой в центральных районах достигает 3 километров, кажется вечной и неподвижной. Однако внешнее спокойствие обманчиво. Современные технологии позволили заглянуть сквозь километры льда и обнаружить, что Гренландия — это матрешка. Внутри ледяного саркофага скрыт затерянный мир, грандиозные каньоны, горные хребты, сети подземных рек и древние ландшафты, которые не видели солнечного света миллионы лет. Масштабы Гренландии поражают воображение. Занимая площадь в 2,17 миллиона квадратных километров, она превосходит по размерам такие страны, как Франция, Германия и Испания вместе взятые. Если наложить контур острова на карту США, он накроет территорию от Техаса до Канады. При этом демографическая плотность здесь одна из самых низких в мире. На этих бескрайних просторах проживает всего около 56 тысяч человек. Жизнь здесь цепляется за кромку земли. Почти все население сосредоточено на узкой прибрежной полосе, свободной от льда, преимущественно на юго-западе. Здесь, под защитой гор и благодаря влиянию теплых течений, климат становится умеренным. Столица Нуук, сердце острова, где живет треть населения, около 17 тысяч человек, является центром политической и культурной жизни, островком цивилизации на краю ледяной бездны. Внутренняя часть острова — это царство абсолютного холода. Это высокогорная ледяная пустыня, поднимающаяся на 3000 метров над уровнем моря. Здесь не живут люди, здесь нет дорог, а зимой температуры падают до минус 50 градусов Цельсия. Это зона отчуждения, доступная лишь ветрам и научным экспедициям. Снег здесь не тает, а накапливается тысячелетиями, прессуясь под собственным весом в лед, который медленно течет от центра к краям, образуя ледники. Однако стоит спуститься к побережью, и картина меняется. Летом фьорды, изрезанные древними ледниками, покрываются зеленью. Появляются травы, полярные цветы и карликовые деревья. Этот контраст между мертвым ледяным центром и живым зеленым кольцом побережья — главная визуальная черта Гренландии. Исторический остров привлекал викингов, которые и дали ему имя Гренландия — «Зеленая земля». Эрик Рыжий, прибывший сюда в X веке, не обязательно лгал, чтобы завлечь поселенцев. Палеоклиматология подтверждает, во времена средневекового климатического оптимума побережья действительно были зеленее, чем сейчас. Но настоящая зеленая история острова уходит гораздо глубже. Ледяной щит Гренландии — это самая совершенная книга истории Земли. Каждый выпавший снежный слой запечатывает в себе частицы атмосферы своего времени. Вулканический пепел, пыльцу растений, пузырьки древнего воздуха и даже следы космической пыли. Добывая ледяные керны, длинные цилиндрические образцы льда с глубины нескольких километров, ученые читают прошлое. Анализ ДНК из основания ледника показал сенсационные результаты. Около миллиона лет назад, до глобального оледенения, Гренландия была покрыта густыми бореальными лесами. Здесь, где сейчас царит вечная мерзлота, бродили мамонты, шерстистые носороги и гигантские олени. Эти данные говорят о том, что климат планеты — система нестабильная. Ледниковый щит не был здесь всегда. Он формировался, таял и снова нарастал в зависимости от глобальных циклов, и понимание этих процессов критически важно для прогнозирования нашего будущего.
Революция в изучении Гренландии произошла с развитием георадаров и спутникового сканирования. Пролетая над ледяными полями, самолеты с радиолокационным оборудованием смогли просветить щит насквозь. То, что открылось ученым, переписало учебники географии. Под ровной поверхностью льда обнаружен Гранд-каньон Гренландии. Это колоссальное ущелье длиной 750 километров и глубиной до 800 метров. По своим масштабам оно превосходит знаменитый Гранд-каньон в США. Эта древняя речная система когда-то транспортировала воду из центра острова в океан и, возможно, продолжает делать это до сих пор в виде подледных потоков. Еще одна тайна – подледные озера. Радары выявили сотни резервуаров жидкой воды, зажатых между скальным основанием и километрами льда. Давление и геотермальное тепло не дают воде замерзнуть. Эти изолированные экосистемы могут хранить древнейшие формы жизни, эволюционировавшие в полной темноте и изоляции миллионы лет. Для астробиологов это идеальный полигон. Если жизнь есть там, она может существовать и в подледных океанах Европы, спутника Юпитера или Энцелада. Не менее впечатляющим стало открытие ударных кратеров. Под ледником Гайавата был найден кратер диаметром 31 километр, оставленный железным метеоритом. Это свидетельство катастрофы, которая могла кардинально изменить климат Земли в относительно недавнем прошлом. Сегодня Гренландия – это нулевой пациент глобального потепления. За последние 30 лет скорость таяния ледяного щита выросла в геометрической прогрессии. Остров теряет около 250–300 миллиардов тонн льда ежегодно. Этого объема воды достаточно, чтобы заполнить миллионы олимпийских бассейнов. Процесс таяния сложнее, чем просто воздействие теплого воздуха. Талая вода собирается в ярко-голубые озера на поверхности ледника, а затем обрушивается в трещины и колодцы, мулины, достигая самого дна. Там вода работает как смазка, ускоряя скольжение ледников в океан. Последствия этого процесса глобальны. С 1993 года уровень Мирового океана поднялся более чем на 1,5 сантиметра только за счет гренландского льда. Если весь ледяной щит Гренландии растает, сценарий, который климатологи называют апокалиптическим, уровень Мирового океана поднимется на 7 метров. Это приведет к исчезновению целых островных государств и затоплению мегаполисов от Лондона до Шанхая. Гренландия таким образом держит в заложниках климатическую безопасность всей планеты. Но пока лед тает, он обнажает не только древние ландшафты, но и несметные богатства. Гренландия становится новой ареной геополитического соперничества. Под ее скалами скрыты колоссальные запасы редкоземельных металлов, урана, золота, алмазов и нефти. Парадокс заключается в том, что эти металлы, например, неодим и диспрозий, критически важны для зеленой энергетики, производства ветряных турбин и электромобилей. Чтобы спасти планету от потепления, человечеству, возможно, придется разрушить нетронутую природу Арктики. Интерес к региону проявляют все мировые державы. США, Китай, Россия и ЕС понимают стратегическую важность острова. В 2019 году предложение президента США о покупке Гренландии вызвало скандал, но оно лишь подчеркнуло реальность. Арктика становится центром внимания. Аэродром Тули на севере острова уже является ключевым военным объектом НАТО, обеспечивающим контроль над полярным регионом. На фоне климатических и экономических сдвигов меняется и самосознание гренландцев. Сегодня это автономная территория в составе Дании, но разговоры о полной независимости звучат все громче. Логика сторонников суверенитета проста. Богатые недра могут обеспечить экономическую базу для самостоятельного государства. Однако путь к независимости тернист.
Он ставит перед 56 тысячами жителей сложнейшие вопросы. Как управлять огромной территорией без датских субсидий? Кому доверить добычу ресурсов, западным корпорациям или китайским инвесторам? И как совместить добычу ископаемых с сохранением хрупкой природы, которая является основой культуры инуитов? Эксперты рассматривают несколько сценариев. Первый – ресурсная независимость. Гренландия становится горнодобывающим центром Арктики, жертвуя частью экологии ради суверенитета. Второй – устойчивая автономия. Сохранение связей с Данией при развитии туризма и осторожном освоении ресурсов. Каким бы ни был выбор, очевидно одно – Гренландия перестала быть краем света. Она стала его центром. Это живая лаборатория, где решается судьба климата, и полигон, где тестируется способность человечества балансировать между жаждой ресурсов и необходимостью сохранить планету. Будущее этого ледяного гиганта – это, по сути, превью будущего всей нашей цивилизации.